С приходом устойчивых осенних холодов можно посеять в открытый грунт много красивых цветов. В этом видео я хочу обратить ваше внимание на неприхотливые многолетние растения, которые смогут расти и красиво цвести не только на солнечных участках, но и в тенистых местах вашего сада. Стоит отметить, что подзимние посевы во многом облегчают труд садоводов и экономят наше драгоценное время. За зиму семена пройдут естественную стратификацию холодом. К тому же подзимние посевы в сад или холодную теплицу помогают разгрузить наши подоконники, которые весной часто полностью заставлены рассадой. Но у этого метода имеются и свои минусы. Например, посев под зиму не всегда дает стопроцентный результат. К тому же высевать лучше семена, которых у вас много, или цена на них невысокая. Дорогой посевной материал, особенно редких сортов и гибридов, лучше высевать в указанные сроки на рассаду. Еще хочу дать небольшой совет. Некоторые цветы, особенно с мелкими семенами, лучше сеять не прямиком в открытый грунт, а в небольшие ящички, горшки или контейнеры. После посева их прикапывают в почву, а сверху накрывают белым агроволокном. Для посевов выберите тихое, без сквозняков место, в небольшом притенении. Весной, когда сеянцы пойдут в рост, агроволокно потребуется убрать. Плюсы подзимнего посева в том, что выращенные таким методом растения будут уже с раннего возраста, закаленные, стойкие к стрессу и перепадам температур, и, что важно, с хорошо развитой корневой системой. Такие цветы, как правило, отличаются не только красивым ежегодным цветением, но и высоким иммунитетом к болезням и вредителям. Многолетние цветы, которые я предлагаю для подзимнего посева, лишь малая часть длинного списка. На моем канале уже выпущено несколько роликов на эту тему, посмотреть которые вы сможете, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Предлагайте также свои варианты цветов и делитесь опытом. Я также буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. Чтобы украсить свой сад как в тенистых местах, так и на солнечных участках, посейте неприхотливую астранцию. Этот многолетник пользуется широким спросом у садоводов и ландшафтных дизайнеров, так как у него очень длительное цветение и в особом уходе он не нуждается. Его кустики вырастают в высоту от 60 до 80 сантиметров, некоторые сорта около метра. А необычные на вид цветы похожи на звезды, которые собраны в небольшие соцветия зонтики. Они могут быть белыми, розовыми и даже рубиновыми. Цветет астранция очень долго, с мая по сентябрь. Этот цветок отлично подходит для срезки и составления сухих букетов. Ко всем своим плюсам астранция еще является хорошим медоносом. Этот цветок проще посеять поздней осенью в сад, а весной уже подросшие всходы можно будет проредить. Семена высевают поверхностно, на рыхлую с добавлением песка почву. Перед посевом грунт слегка уплотните. Сверху посева можно присыпать тонким слоем торфа или речного песка. Этот красивый многолетник очень выгодно иметь в своем саду. С ним легко справятся даже начинающие садоводы. Астранция неприхотлива и засухоустойчива. Ее вам даже не потребуется своевременно поливать. Исключение – это аномальная жара и длительная засуха. Но для того, чтобы продлить цветение и контролировать ее самосев, сухие соцветия лучше вовремя удалять. Среди астранции много достойных сортов с крупными цветками и яркой окраской, которые будут эффектно смотреться в саду сами по себе и в компании с другими декоративными растениями. Очень советую посеять под зиму красавицу аквилегию. Этот цветок не только красив, но и универсален, так как способен расти и на солнце, и в тенистых местах. У этого многолетника привлекательно все. Его яркая ажурная листва имеет красивый вид весь сезон. Весной и летом она насыщенно зеленая, с небольшой матовостью и нежными переходами от светлых к более темным оттенкам. Очень эффектно выглядят листья с росой или каплями после дождя, которые красиво переливаются в лучах солнца. Ближе к осени листва приобретает пеструю окраску. Аквилегия – это тот цветок, который всегда поражает разнообразием форм и окрасок своих цветов. Этим неприхотливым многолетником можно украсить любую тенистую или солнечную клумбу. Однако не стоит рядом высаживать разные по окраске растения. Например, сине-фиолетовые сорта, светло-розовые, белые или желтые, так как их цветы со временем могут переопылиться. Аквилегию можно спокойно высевать в сад под зиму, предварительно подготовив рыхлую почву. В тенистом саду
будет отлично себя чувствовать неприхотливый бадан. Его также высевают под зиму в емкости, прикопав их в землю. Его мелким семенам для прорастания требуется стратификация, которую проводить в домашних условиях неудобно. Заглублять их в грунт можно не более чем на полсантиметра. Семена бадана лучше посеять поверхностно, присыпав тонким слоем песка. В начале марта емкости с посевами заносят в помещение с температурой плюс 18-19 градусов. Подросшие всходы потребуется рассадить в отдельные горшочки на доращивание. Бадан – это красивое многолетнее растение для малоуходного и тенистого сада. Если вы не хотите заморачиваться с посевом семян, гораздо проще купить подросшие саженцы. Сейчас в садовых магазинах продают разные его сорта с эффектной крупной листвой и яркими пышными соцветиями. Бадан относится к теневыносливым и вечно зеленым культурам. Он декоративен в течение всего года. Очень красиво выглядят на фоне темно-зеленой розетки его толстые розово-пурпурные цветоносы, на которых раскрываются восхитительные соцветия из ярких колокольчиков. Одно такое соцветие может насчитывать около 120 цветков. Их окраска, высота кустов и сроки цветения разнятся в зависимости от сорта. Обычно баданы цветут в апреле-мае и по первой неделе июня. Но даже после того, как кустики отцветут, это растение будет радовать вас своей красивой глянцевой листвой, которая к осени станет багряной. Кстати, листья бадана используют в чай, так как они обладают полезными и лечебными свойствами, впрочем, как и его корневища. Этот неприхотливый многолетник сможет расти как в тенистом саду, так и на участках с рассеянным светом. В компанию к бадану можно высадить очаровательную горячавку. Этот многолетник полюбился многим за его красивые колокольчики насыщенного синего цвета. Стоит учесть, что среди этого растения есть много разных видов, которые существенно отличаются по высоте и срокам цветения. Существуют весенне-цветущие виды и те, что цветут летом и осенью. Очень мило смотрятся в своей массовой посадке почвопокровные горячавки. Например, горячавка бесстебельная, высотой всего до 10-15 см. Цветет этот вид синими колокольчиками в мае-июне, хотя встречаются разновидности и с белыми цветками. А вот горячавка ластовневая вырастает до 80 см и имеет красивые дугообразные побеги, ланцетовидную до 10 см листву и вытянутые колокольчатые цветы синего, голубого или белого цвета. Цветет она в июле-августе. Не менее красива горячавка даурская, которую также с успехом выращивают в контейнерах для украшения каменистых садов и обрамления цветочных клумб. У этого вида прямые стебли высотой до 40 см, удлиненные узкие листья и очаровательные ярко-синие колокольчики, собранные в соцветия. Из такого многолетника получится красивый цветочный бордюр. Семенам горячавки потребуется длительная стратификация холодом, поэтому посев этой культуры под зиму существенно облегчит вам эту задачу. Горячавка любит умеренную влажность почвы, но станет расти как на солнечных клумбах или в альпинарии, так и в притенении. В регионах с суровыми и малоснежными зимами ее кустики с осени стоит прикрыть лапником. Если вы хотите разнообразить свой цветник всевозможными яркими красками, посадите гейхеру. С помощью разных ее сортов можно легко украсить не только открытые участки, но и тенистые места в саду. Гейхеры морозостойкие, неприхотливые и декоративно выглядят в течение всего сезона, а некоторые ее сорта еще очень красиво цветут. Это растение входит в список самых моих любимых, так как с ним у меня никогда не бывает проблем, а его вид всегда на 5 с плюсом. У этого многолетника очень мелкие семена, и их также лучше высевать поверхностно в рыхлый грунт, в отдельные емкости, которые прикапывают в землю. Среди разнообразия гейхер есть темнолистные сорта с фиолетовой окраской, пурпурные, оранжевые и с яркой многоцветной листвой. Очень красиво смотрятся ее разные по цвету кустики, посаженные группами. Они идеально сочетаются с низкорослыми хостами, медуницами, аквилегией, баданами, астильбой и многими другими растениями. Уверена, что посадив эти многолетники, вы на долгие годы украсите свою территорию. Желаю вам самого яркого и обильного цветения и побольше разнообразных и неприхотливых растений в вашем саду. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк
и до новых встреч на нашем канале.